Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Константин Эдуардович Ашрафьян, и я кандидат исторических наук, независимый исследователь и специалист по истории Флориды. Позвольте представить вашему вниманию часть из общей работы по историографии, касающуюся того, как в российской науке, имперской, советской и постсоветской, осмыслялся ключевой период наших отношений с Соединенными Штатами с 1853 по 1867 годы, от Крымской войны и до продажи Аляски. Имперская историография подходила к этому периоду с позиции реальной политики. Здесь две ключевые фигуры. Петр Александрович Тихменев, официальный историограф российско-американской компании «РАК». Его труд дал нам фактологическую основу, как осваивалась Аляска, как работала компания, что значит пушной промысел с экономической точки зрения и как снабжались колонии. Ну и, конечно, Сергей Сергеевич Татищев, дипломат и историк. В работе «Из прошлого русской дипломатии» он сформулировал главные цели эпохи: Россия и Соединенные Штаты – союзники по определению, потому что у обеих держав общий геополитический соперник – Великобритания. Советская школа. Советская школа добавила к дипломатическому подходу экономический и структурный анализ. Семен Бенционович Окунь в 1939 году публикует фундаментальный труд о российско-американской компании. Он до сих пор остается базовым для понимания экономики региона. Ленинградскую школу продолжает Рафаил Самуилович Ганелин и Геннадий Петрович Куропяткин. В целом советский подход рассматривал внешнюю политику как отражение классовой борьбы. Но именно в эти годы был сформирован огромный корпус источников и архивных публикаций, на котором стоит вся современная американистика. Настоящий прорыв связан с именем академика Николая Николаевича Болховитинова. Его работа «Русско-американские отношения и продажа Аляски» 1834-1867 год, изданная в 1990 году, произвела переворот в осмыслении эпохи. Болховитинов первым предложил системный взгляд. Продажа Аляски не была ни неудачей, ни простой уступкой. Это было стратегическое решение в рамках долгосрочной геополитики. Концентрация сил нужна была на Амуре и в Средней Азии. И одновременно закрепление союза с США как противовеса Британии. И под его руководством была подготовлена коллективная история Русской Америки в 3 томах, изданная в 1997-1999 годах. Эта школа сдала методологию. Смотреть на отношения двух держав не как на цепочку эпизодов, а как на систему интересов. Ученики и последователи Болховитинова детализировали каждый аспект отношений. Владимир Николаевич Пономарев вскрыл механизмы работы российского консульства в Сан-Франциско в годы Крымской войны. Оно функционировало как разведывательный центр. Данные оттуда позволили подготовить успешную оборону Петропавловска-Камчатского. Александр Юрьевич Петров работал с архивами российско-американской компании. Доказал и показал, что сделка по Аляске была частью большой стратегии Российской империи. Виктор Викторович Носков исследовал, как идеология предопределения судьбы воспринималась в российском МИДе. Это создавало интеллектуальный фон сделки 1867 года. Что мы получаем в итоге? Период с 1853 по 1867 года – это не эпоха дружбы, как ее любили называть часто в разных учебниках. Это системный феномен совпадения интересов двух держав. 3 события задают этот вектор. Первое – это Крымская война. Соединенные Штаты заняли позицию благожелательного нейтралитета. Гражданская война в США – это когда русские эскадры адмиралов Лисовского и Попова вышли из Балтики и прибыли в Нью-Йорк и Сан-Франциско в 1863 году, что расценивалось американцами как дружеский жест. И, конечно же, это продажа Аляски в 1867 году. Геополитический выбор обеих сторон, объединяющий один мотив – противостояние британской морской гегемонии. Современная российская американистика смотрит на этот период именно так. Спасибо за внимание.